Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о 7-й неделе сушки, расскажу вам, как все происходит, опять же, по препаратам, по тренировкам, по питанию, по самочувствию, а также расскажу, что я испытал трен-кашель, но это было не от тренболона, это было от мастерона. Я об этом всем вам расскажу, как я себя чувствую с прошлой недели, где я отравился или что мне было дерьмово себя чувствовал. Это все я расскажу в данном видео, так что смотрите. Начну, пожалуй, с питания. Тренер задал мне такой вопрос: чувствую ли я хороший памп на тренировках? И я такой: да, памп отличный, классно. Думаю, блин, так и должно быть. И тренер пишет: отлично, убавляешь еще 50 грамм каши. Я такой сразу же расстроился. Думаю, блин, у меня же и так 250, а тут еще 50 надо отбавить. Так что, короче, с понедельника я уже уменьшил количество каши до 200 грамм каши в день. И мой рацион, в принципе, был такой. 200 грамм каши в день, это 200 грамм овсянки в день. Я немного меньше на этой неделе кушаю мясо, это порядка 750-900 грамм мяса в день, потому что все-таки, дороговато, деньги поджимают, как-то в этом месяце с деньгами у меня не очень заебись получается. По орехам 25 грамм орехов в день, около полкилограмма овощей в день, яиц я кушаю реально много, где-то от 4 до 10. На этой неделе вообще я делаю себе овсяно-блины с овсянки. Это все вы могли видеть на моем инстаграме, если вы подписаны. А если вы не подписаны на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, чтобы следить за моим питанием и также следить за моим прогрессом. Иногда позволял себе рыбу, где-то 200 грамм дополнительно к этому мясу. Также идут стандартно грибы, где-то 150 грамм в день. Где-то 50 грамм протеина в день. Немного добавил протеина, но для сладости. Также кофе там начал пить, кофе с сахарозаменителем. У меня дома сейчас появилась вообще кофемашина такая хорошая, можно там готовить кофе, латте и все такое. Купил себе молоко, миндальное молоко, в котором 0 грамм углеводов и 1 грамм жира, и 14 калорий на 100 грамм. Это необычное молоко, потому что в нем нет лактозы, это молоко с миндального ореха. Тренер разрешил, сказал, что можно. Так что сейчас где-то 200-300 грамм молока в день я пью. Я бы мог и пол-литра этого молока пить, но там литр молока стоит около 2 баксов, поэтому мне как-то дороговато это все. Поэтому я экономлю где-то по 200 грамм молока миндального в день. Начал готовить блинчики на овсянке, на овсяной муке, то есть сюда входила вода, сахарозаменитель, овсянка и протеин. Блины я сначала кушал с арахисовой пастой. Арахисовой пастой, например, я кушал вместо орехов. Если в день у меня уходит 25 грамм орехов, то я кушал 25 грамм арахисовой пасты вместе с блинчиками. Блинчики я готовил очень просто, опять же, если вы следите за моим инстаграмом, вы все видели, а если нет, то вам просто не повезло. А потом тренер написал мне, что арахисовую пасту нельзя, я такой: упс, нельзя-то нельзя. И я кушаю теперь либо просто блины с овсянки, либо блины. Беру обычно яблоко, потому что еще я кушаю 1 яблоко в день, а вчера, кстати, яблоко не кушал, я забыл. Беру яблоко одно, тру на терке и просто натертое яблоко даю блинчик, заматываю и кушаю. Короче, очень вкусно. На сушке делать блинчики с овсянки — это просто очень вкусно, очень приятно. Потому что очень приятно покушать наконец-то что-то вкусное. Жена моя дома готовит много вкусных продуктов. Мне так и хочется это все сожрать. Смотрю, что она там готовит какую-то картошку-пюре, какие-то котлеты, какие-то отбивные, какие-то там, короче, блюда, супы, торты, чизкейки. Это все хочется сожрать, но, к сожалению, я еще держусь. У меня сушки осталось еще порядка 10-12 дней, не больше. Дальше после сушки будет что? А это вы узнаете потом, что будет после сушки. Поэтому, в принципе, сразу после сушки, где-то от 1 до 3 дней я буду кушать все, что я хочу, в разумных пределах. А не так, как в прошлом видео я рассказывал, я обожрался. По препаратам реально все так же самое, ребята. Давайте по всем таблеткам, по всем уколам быстренько пробежимся. Клинбутерол я кушаю 1,5 таблетки 2 дня подряд. То есть один день 1,5 таблетки, потом второй день 1,5 таблетки, один день отдыха и опять пошло. Омега-3. 4 капсулы омеги в день. Кушаю с утра 1 витаминку. Это у меня витамина супрадин на данный момент. Дальше станозолол 40 мг в день. Тренболон 75 мг через день. И мастерон 100 мг через день. По препаратам это все. Это все как и было, ничего не изменилось, ничего такого.
Теперь я расскажу вам немного о неприятной побочке, которую я испытал аж на данной неделе. Она не была очень серьезной, но я ее реально почувствовал. Я почувствовал, когда после укола мастерона, да, не после укола тринболона, вы не ошиблись, именно после укола мастерона мне стало тяжело дышать, я начал немного кашлять и все такое. Это было не очень приятно. Я там взял ровно, подышал, думаю, блин, вот он тринкашель. Ну, тринкашель от мастерона, опять же. Это не связано с тринболоном, это может быть, как я уже говорил, с любым препаратом. То есть, скорее всего, просто масло попало не туда, и поэтому оно пошло в легкие, стало тяжело дышать, все дела, все такое. Так что по препаратам тоже все. Эта неделя, наверное, самая тяжелая по общему самочувствию, потому что, наверное, 200 грамм углеводов это достаточно мало. Чувствую себя вяло, уныло, после тренировок вообще жестко убитый. На тренировках нету сил и вообще иногда бывают такие депрессивные мысли дебильные. Нету настроения, иногда не хочется вообще ничего делать, короче. Но это, наверное, потому что реально мало углеводов. Это из-за этого, я думаю, тут ничего такого, это все-таки уже мы подходим к финишу сушки, поэтому так и должно быть. Как-то на этой неделе, честно говоря, чувство голода уменьшилось. На прошлых 2 неделях оно было больше, и хотя я сейчас уменьшил углеводы, но я стал кушать меньше мяса. Почему? Возможно, потому что мне денег жалко, денег сейчас не хватает в этом месяце, поэтому я стал кушать меньше, и в принципе голод контролировать можно. Как контролировать голод? Об этом мы поговорим в отдельном видео. Скажу только, если у вас есть цель, у вас есть мотивация, и она, как говорится, исходит от глубины вашей души, то в принципе все возможно. Возможно себя контролировать, возможно там поголодать, потому что вы понимаете, что это конкретный отрезок времени, это не вечная диета, и можно себя заставить. Но об этом будет отдельное видео на моем YouTube канале. Я тренируюсь тяжело до сих пор на сушке. На этой неделе я пытаюсь увеличивать силовые показатели, и они уже вообще почти не растут, но я все равно пытаюсь, я борюсь с этим весом. Я очень устаю, реально очень устаю, потому что еще после каждой силовой идет кардио, и чувствую, что реально уже начал подуставать. Но я все равно буду дальше пытаться увеличивать силовые показатели, мне это нравится. Я не буду на сушке делать никаких там 1000 подходов, дожжения мышц, поработаем на рельеф, тренировки на рельеф. Потому что нет такого понятия, как тренировки на рельеф. Есть такое понятие, как диета на рельеф. А тренировки это тренировки. Поэтому вот такой вот, из-за такого не очень самочувствия, наверное, маленького количества углеводов, силы на тренировках падают. Как я уже сказал, на прошлой неделе что-то случилось с моим желудком, потому что я отравился, у меня там была диарея 10 раз в день, я это все вам рассказал. Плохое состояние желудка длилось неделю, то есть только в этот четверг данной недели у меня в принципе прошла эта тяжесть в желудке и прошла серьезная диарея. Ну там была 1-2 раза в день, но она была. И где-то в четверг уже желудку стало проще и уже диареи, слава богу, нету. По весу где-то 79 килограмм. Ну и по форме вы все увидите в конце видео, как обычно. Попробую показать вам свою форму, а вы уж пишите в комментарии, стала она лучше или стала она хуже. Пишите, как вы думаете, и я потом тоже посмотрю видео, потому что я еще позирование не снимал. И посмотрю, как это все выглядит. Но перед этим напоминаю вам, что если вы еще не поставили лайк под этим видео, обязательно ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на мой инстаграм и вы хотите получать много полезной информации, которая вам будет в будущем полезна, вы хотите следить за моим прогрессом в реальном времени в инстаграме, вы хотите смотреть мои истории, то, как я готовлю, то, как я живу, то, как я тренируюсь, делаю упражнения, обязательно подписывайтесь, друзья, на мой инстаграм, ссылочка будет под этим видео. И если вы еще не подписаны на мой канал, например, вы случайно зашли на это видео, тоже подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик сразу под этим видео. Идем оценивать форму и писать комментарии, что вы думаете. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting, and
always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.